Привет, с вами Лена, эксперт по детскому развитию из Израиля, магистр Тель-Авивского университета. Вы на моем канале, где мы говорим о том, как растить детей счастливыми, уверенными в себе, опираясь на науку и на мой 20-летний опыт. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши еженедельные разборы. Сегодня мы с вами поговорим о том, как помочь детям справляться в стрессовых ситуациях. В современном мире стресс довольно широкое понятие. Будь то стресс в связи с военным положением, как, например, бывает у нас в Израиле или же на Украине. Если вас интересует подробнее тема борьбы со стрессом у детей в военной ситуации, пишите в комментариях, и я выпущу отдельный ролик на эту важную тему. Или же стресс в повседневной обычной жизни, переезд, развод родителей, переход из сада в школу, переход даже из класса в класс, когда, например, идет речь о смене учителя, рождение сестры, брата, множество других ситуаций. Что важно учесть? То, что нам, взрослым, кажется стрессовой ситуацией, ребенку может не казаться таковой ситуацией. И наоборот. То, что нам, взрослым, может казаться пустяком, может быть важным, волнительным событием для ребенка. Помните, дети смотрят на взрослых. Наша реакция на то или иное событие очень сильно влияет на реакцию ребенка. Взрослый в панике, ребенок хотя бы частично начнет паниковать. Почему же частично? Потому что он не находится в вакууме с одним человеком. Реакция других людей на ситуацию, характер ребенка, его уже приобретенный опыт, все это влияет на восприятие и, соответственно, на поведение. Чем младше ребенок, тем больше его отношение к тому или иному событию зависит от отношения к этому событию взрослого. А как же помочь ребенку справиться со стрессом? В спокойной ситуации, а идеально в обычной повседневной рутине обсуждать с ребенком, что помогает ему сохранять спокойствие, что его успокаивает. Важно, чтобы идеи, что именно помогает ему успокоиться, были идеями самого ребенка, а не идеи, продиктованные ему взрослым. Однако ребенку зачастую сложно самому определить, что его успокаивает. И таки да, нужна помощь взрослого с выбором идей, обсуждением набора идей, будь то музыка, разговор с другом, занятия спортом, готовка еды, уборка, игры, книги или просто побыть одному и прочее. Можно, например, нарисовать круг, а в нем написать, нарисовать, наклеить картинки разных вариантов занятий, которые могут его успокоить. И таким образом обсуждать с ребенком, что его успокаивает. Можно подготовить с ребенком коробочку, сумочку, а в ней предметы, которые ребенка радуют и успокаивают, вызывают улыбку благодаря приятным воспоминаниям. Это может быть что угодно. Кукла, фото членов семьи, ракушка, найденная на море, набор наклеек, все что угодно, выбранное ребенком. Будучи расстроенным, волнующимся, напуганным, ребенок может взять эту коробочку и перебирать любимые предметы. И успокоиться таким образом полностью, ну или хотя бы частично. А что требуется от взрослого в стрессовой ситуации? Насколько удается сохранять спокойствие? Если вы волнуетесь, легитимно объясните это ребенку. Но помните, это ребенок. Не меняйтесь с ним ролями и не приходите к ситуации, когда вы становитесь ребенком, а ребенок взрослым и вынужден вас успокаивать. В стрессовой ситуации ребенку нужен поддерживающий, понимающий взрослый. Не забывайте о чувстве юмора, о любимом занятии вместе, а часто просто нахождение рядом – это залог успешного преодоления волнительной стрессовой ситуации. Помните, из стрессовой ситуации можно выйти с новыми знаниями о себе, о близких. И действительно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Хорошего дня! Буду рада новым идеям, новых тем. Пересылайте мой канал всем, кому с вашей точки зрения это может быть полезно. И до скорой встречи!